Меня зовут Макаров Андрей Витальевич, я пластический хирург клиники Фомин. Я Романова Анна Константиновна, я врач-косметолог, дерматовенеролог, работаю в клинике Отражение. Андрей Витальевич, сегодня мы с вами будем говорить про косметологию, которая сообщается с пластической хирургией и о нашей с вами, скажем так, взаимосвязи. Наверняка и вы отправляете своих пациентов к косметологу в дальнейшем. И я также рекомендую пациентам, которым нужно сделать перед какими-то моими манипуляциями, пройти, допустим, операцию по коррекции верхнего века, либо сделать подтяжку лица, и направляю таких пациентов непосредственно к хирургу. Поэтому сегодня у нас будет такой актуальный разговор о взаимосвязи пластического хирурга и косметолога. Какие процедуры вы чаще всего именно рекомендуете пациентам? Не с чем они к вам приходят, а что бы вы рекомендовали им? Чаще всего я рекомендую блефаропластику, коррекцию носа и подтяжку лица. Это топ-3 процедур, которые рекомендуют американские хирурги. И по данным международных ассоциаций, это самые популярные процедуры в мире. В свою очередь я хочу отметить, что пациенты, когда приходят ко мне с запросом на омоложение глаз, на омоложение «подтяните мне веко», уберите, чтобы глаз открылся. И когда я вижу, что передо мной дама уже 50-60+, и я ничего не могу сделать ботулотоксином, ни лифтинговым нитями, конечно же, таких пациентов я буду направлять к хирургу пластическому. Ну и мои, конечно же, топ-процедур, любимых, которые я рекомендую пациентам, это ботулинотерапия Full Face, это аппаратные методики, фотоомоложение, также это игольчатый РФ-лифтинг, либо смаз-лифтинг. Это те процедуры, с которых я начинаю и которые, наверное, рекомендую, может быть, каждой второй женщине. Какие мифы о пластике и косметологии вас раздражают больше всего, если такие есть? Можно я начну? Потому что ко мне приходят пациентки, которые однозначно уверены в том, что их никогда в жизни пластический хирург не возьмет на процедуры, если они до этого сделали смаз-лифтинг, если они до этого сделали игольчатый РФ, например, Morpheus или Сисенс или Альтеру, потому что все внутри у них там спается, сварится. Им нельзя делать до пластических операций мезонити ставить, либо делать процедуры радиеса, филлеры такие инъецировать. Вот, Андрей, как вы считаете, вы берете таких пациентов и видите ли вы на операционном столе что-то серьезное, то, что вам будет мешать в работе? Мы в любом случае берем, если есть показания, если есть, скажем так, депозиты гиалуроновой кислоты, мы рекомендуем пациентам загодя их растворить. То есть это делаем мы, косметологи? Да, косметологи, инъекции лидазы. Вот. Но все равно, если мы делаем операции, мы все равно достаточно часто находим вот эти капельки гиалуроновой кислоты, которые вам не мешают, правильно, в работе? Вы же можете их как-то ликвидировать сами, правильно? Нет, но мы все равно их локализуем и убираем. А что вы скажете про инъекции радиеса? Пациентки очень многие осторожно относятся к данному филлеру, потому что считают, что радиес не рассасывается годами, он пожизненно находится в тканях, хотя это неверно. А радиес спустя некоторое время, примерно год-два, он будет исчезать из тканей. То есть, если пациент идет на МРТ, либо на УЗИ, визуализация данного препарата будет видна, но в дальнейшем он будет деградировать. Вот вы таких пациентов берете с такими филлерами? Давайте так. Радиес, его же проводят инъекции достаточно глубоко, то есть не в кожу, а поднадкоснично. Если мы работаем, скажем так, с подтяжкой лица или с пластикой век, мы же не всегда работаем прям глубоко, рядом с костью, чтобы найти этот радиес, его и извлечь. Поэтому мы можем просто не трогать эти депозиты, если они никак не мешают. Например, девушка приехала на операцию, подтяжка лица, делала в Таиланде филлер из силикона. Силикон тоже, кстати, колят. И спрашивают, можно удалить? Я говорю, там ткани пропитаны насквозь этим филлером, удалить нереалистично. Форма подбородка, она более-менее достойная,
и смысла туда, скажем так, влезать, чтобы нарушить, скажем так, естественную структуру, нет просто, да. Поэтому не всегда даже нужно их удалять. Это может оказаться даже хуже, если мы туда, скажем так, влезем, да, и можем просто не вылезти. Хорошо. Вот. А аппаратные процедуры, вот, допустим, смаз-лифтинг, игольчатый РФ, вам мешают в работе? Вы видите что-то там ужасное, что там ткани сварились, у них фиброз наступил жесткий, вы не можете отделить ткани и провести операционный смаз-лифтинг, то есть натяжение? Смотрите, это же все процедуры, которые направлены на кожу, да? Да. Вот. Кожа и подкожно-жировая клетчатка. Да, кожа, подкожная клетчатка, да? Вот. Если мы делаем, допустим, подтяжку лица, мы действительно делаем отслойку кожи, да, это может быть тяжелее, там, ткани плотнее, да, потом мы идем все равно под смаз, под мышцы, да. И тот истинный смаз, который считают хирурги, не тот, да, который мы называем смаз. То есть мы все равно работаем поверхностно, мы работаем кожа, подкожно-жировая клетчатка, естественно, до смаза мы как бы да, поэтому, тоже, наверное, может как-то немножко осложнить, но мы работаем в других слоях совсем. Вот если, допустим, сравнивать с какой-то операцией, делали там пациенту подтяжку лица, такую поверхностную, аппликацию этих мышц, да, отслоить кожу тяжело. Тяжелее на самом деле, чем после этих аппаратных методик, да. Но как только мы условно зашли под смаз, там, где не работали, там уже проще, легче, вот и все. Поэтому я думаю, что каких-то таких грандиозных проблем, наверное, нет. То, что я хотела сказать своим пациентам, и я им это говорю, что хорошему хирургу никогда ничего не мешает, что однозначно найдется выход из ситуации, и если были сделаны до этого какие-то методики или предлагает косметолог какие-то методики в решении проблемы, то бояться не нужно, и все-таки, если в дальнейшем пациентка решится на операцию, допустим, подтянуть овал лица, либо сделать себе среднюю треть, платизмопластику себе сделать, то всегда можно к этому прибегнуть, даже если она делала до этого косметологические процедуры в клинике у косметолога. Я думаю, да, там же не какой-то там термический ожог, да, кожа подтянулась, но мы работаем глубже все равно. А давайте еще про нити скажем. Вот, допустим, нити коги, такие толстые, с насечками, да, лифтинговые нити пациенты тоже хотят себе как-то подтянуть брыли, подтянуть овал лица. Растворимые? Да, которые рассасываются из полидиоксанона. Замечательно. То есть ничего страшного там в дальнейшем не будет? Не. Вот если не растворимая ниточка, я думаю, что... в моей практике это, пожалуй, самые частые мифы. То есть это нити, это РФ игольчатый, смаз-лифтинг, и это те филлеры, которые были ранее установлены. Почему-то пациентки считают, что их хирург не возьмет. Как оказывается, дорогие мои, возьмут вас на операцию, поэтому бояться не нужно. На вашей практике какие процедуры и операции самые популярные, и как вам кажется, почему? Чем это обосновано? В моей практике наибольший спрос занимает ботулинотерапия, а также коррекция формы губ. Почему именно эти процедуры? Потому что они дают яркий омолаживающий эффект. Объемные губы, пышные, красивые губы – это всегда молодость, это всегда, скажем так, сексуальность, привлекательность женщине дает. И независимо от возраста женщины прибегают к этой процедуре. Даже возрастные пациентки я предлагаю сделать контурную пластику губ не с целью увеличить их, сделать что-то такое вульгарное, объемное, чтобы было кричащее, чтобы заходили только губы. Это все уже уходит на второй план. И на самом деле сегодня идет тенденция к естественной красоте. Если я предлагаю девушке или женщине контурную пластику губ, то это всегда будет натуральный эффект. Какой-то легкий, деликатный филлер, где подчеркнется контур, уберутся складочки, губки немножечко заполнятся. Это будет все достаточно гармонично, красиво выглядеть. И пациентки, даже которые наотрез откажут: нет, губы, вы что, я делать никогда не буду, меня на работе засмеют, меня муж там из дома выгонит. И когда она получает достойный, красивый эффект натуральный, они даже говорят слова благодарности. Поэтому эта процедура входит в топ процедур лично моих. И ботулинотерапия, про которую я говорила, это, наверное, скажем так, королева косметологии, потому что в технике Full Face она дает потрясающие результаты. Это коррекция мимических морщин, верхней трети, нижней трети, если мы говорим про шею. Эту процедуру действительно, это 90%
моих пациентов проходят через эту процедуру. Как у вас, Андрей, это какие процедуры? Топовые, скажем так. Топовые. Такие же, как у американцев. Американская академия лицевой пластической хирургии подводит статистику. У них всегда топ-3. Это нос, веки, лица. У меня на первом месте нос, потому что изначально я отоларинголог, и это какой-то такой камбэк тянется, да. Но тоже такой омолаживающий эффект очень сильный, да. То есть, если у человека нос какой-то бульбозный, свисающий, крючковатый, горбатый, да, ты ему делаешь операцию, а его не узнать потом, да. Омолодился, освежился, вот, замечательно. У меня тоже есть пациенты, которые приходят на коррекцию формы носа, просят сделать такую процедуру в клинике. И действительно, я делаю такие процедуры, хоть и не несут и в себе определенные риски, но однозначно, если пациент приходит с выраженной какой-то деформацией, с горбинкой, у него расширяются крылья носа, провисает, да, вот это вот нависание идет кончика носа, тогда действительно просто филлерами, гиалуроновой кислотой, ботулинотерапией сделать какую-либо достойную коррекцию будет очень сложно. Действительно, я считаю, что это показание, прям прямое показание к пластической операции. Конечно. А если пациентка уже достаточно солидного возраста, ей, допустим, лет 70, вы берете таких пациентов? 70? Да. Да почему нет? То есть это еще Конечно. девочки такие, еще можно брать. Конечно. Да. Но под местной анестезией вполне можно скорректировать. Даже в 70, да и в 75 люди бывают. Но 75, вот если говорить об эстетике, это, ну, наверное, вот у нас в стране такой предельный возраст, когда делают операции. Больше, если старше, даже если вот так соматический человек здоров, в космос его можно запускать. Была там пациентка такая, 81 год, хотела омолодиться. Но она ходит там по 10 километров в день, такая вся активная, ну, живчик, да. Но тут вопрос как бы такой. Это уже такой возраст, что несет риски определенные для самого человека, для хирурга. Здесь больше риск от наркоза, я так понимаю, да? Наркоз, анестезия и сердечная мышца, нагрузка. Да. Там такие анестезиологические риски. Несмотря на жизненную бодрость и активность, есть определенные показания и риски для пластической хирургии. Да, то есть там вот 75 лет предел. Понятно все. Поэтому своевременно все нужно начинать. И если есть показания для коррекции ваших возрастных изменений, то почему бы и нет? Это можно делать и в 35 лет, и в 30, и в 40. Наверное, ну какая серединка? Наверное, 40, 45, 50, да, лет люди приходят в основном? Да я бы не сказал. И старше, молодые, да, и молодые очень часто приходят. Таких вот в возрасте, лет там 60, кстати, ну, наверное, не очень много. Хотя вот я недавно оперировал девушку, да, вчера буквально нос сделал, да, 62 года. Вот. Чудеса просто. Женщины всегда хотят быть красивыми, даже в 60 и в 70 лет. Расскажите про какие-то необычные запросы от пациентов, если они какие-то были, или, может, самый какой-то необычный запрос. Самый необычный запрос от моих пациентов за последний год, наверное, человек, не знаю, 5-7 у меня было таких, это коррекция формы сосков. Они хотят, чтобы их грудь выглядела... Сейчас идет такая тенденция, когда женщины, там, девушки ходят без нижнего белья, просто в маечке, и чтобы были красивые соски, скажем так, эффект мокрых сосков, когда холодно. И вот они ко мне приходят и увеличьте, пожалуйста, мне там грудь, точнее не грудь, а соски. Я хочу, чтобы они были такие вот твердые, выпуклые, чтобы я могла ходить без нижнего белья, их было видно. В общем, такие вот у меня запросы были. Были еще запросы по коррекции интимной пластики, но здесь уже я в силу того, что у меня нет кресла гинекологического, я сама не гинеколог, поэтому сделать такие процедуры по омоложению интимной пластики я не могу. Поэтому я отправляю, естественно, таких пациентов коллегам, которые обладают определенными ресурсами, умениями, да, и у которых есть оснащение кабинета для этого. Ну, у нас таких вот, на мой взгляд, необычных запросов не было. Единственное, что могут пациенты спросить, сделать, скажем так, лицо, там, ну, скулы или нос, как у какой-нибудь там
селебрити, там, звезды, да, это может быть. Фотографии показать, а вот сделай так. Да, вот, фотографии, это есть такое. Самое. Но я думаю, что это вполне такой стандартный запрос. Вот. Если у человека нестандартный запрос какой-то, ну, тут надо очень сильно подумать. Брать что, ли его, да, в дальнейшем? Да, брать, потому что, ну, нестандартные запросы мы не всегда сможем как-то удовлетворить. Но бывают такие запросы, был, да, там человек хотел себе сделать сломанное ухо, боролся плохо, видимо, не получилось у него ухо сломать. Пришел, вот. Чтобы добили его пришел, чтобы добили. Хирург. Да, а там, понимаете, проблема в том, что без анестезии, ну, не очень хочется себе уши ломать, так-то можно. Ну, я ему сказал, что нужно над собой поработать, еще побороться, размяться, и все будет нормально. Вот вы упомянули, что к вам иногда приходят и показывают какие-то фотографии селеб или звезд, медийных личностей. Расскажите, что это вообще чаще всего, кого показывают и зачем, за какой процедурой? Например, нос, как у Меган Фокс, есть такое? Ну, иногда же невозможно удовлетворить, да, вот есть исходные данные пациента, и он тебе приносит картинку, которая, ну, совершенно... Ты понимаешь, что ты не можешь так сделать. Допустим, ко мне приходят девочки, приносят фотографии, просто они вычленены где-то там из интернета, взятые, формы губ. Пышные, красивые, с четким контуром, либо плоский бант, вот это вот модная техника. А я понимаю, что смотрю на такую пациентку, а ее анатомический запрос, да, анатомическая ее вот особенность, она не может дать того результата, который она приносит на картинке. Естественно, начинается беседа с пациентом, что мы вам попробуем немножко развернуть вашу губу, особенно девочки, у которых крыло чайки, губа прям заворачивается вовнутрь. Вот они все хотят развернутую губу, чтобы она была высокая, с четким контуром, пышная, и вот приносят эти картинки. И тогда действительно я начинаю беседу с пациенткой, что, понимаете, вот такую форму мы не можем получить, мы должны использовать и ботулолинотерапию, и должны вам подколоть определенный филлер с несколькими этапами коррекции, чтобы мы могли что-либо с вами получить достойное в дальнейшем. Поэтому у меня, ну вот как показывает моя практика, не приходят с четкими вот фотографиями каких-либо медийных личностей, либо там известных личностей, приносят, как правильно, фрагменты. Я хочу глаза вот такие вот, да, я хочу, чтобы у меня не было морщин, я хочу, чтобы у меня были вот такие губы такой формы. На самом деле это не важно, просто человек показывает фото, ну, селебрити, которые ему нравятся, да почему нет? Ну, мы просто на выходе можем сказать, что, конечно, мы стараемся делать максимально похожим, но все равно могут быть какие-то нюансы, отличия. Расскажите, как вы обычно готовите пациентов к какой-то операции или процедуре? У нас есть стандартный перечень исследований, которые сдают пациенты. Да? Если пациент старше 50 лет, это может быть дополнительно еще УЗИ сердца, УЗИ сосудов нижних конечностей. Если у пациента стоят филлеры, причем неизвестного происхождения, да, это УЗИ мягких тканей, да, а иногда даже МРТ, потому что если там неизвестное вещество, тот же силикон, да, да, то МРТ тоже делаем, КТ делаем. В некоторых случаях. Если брать какую-то медикаментозную подготовку, да, это инъекции препаратов, которые разжижают кровь. Антикоагулянты. Антикоагулянты, да, если пациент с факторами риска. Да, в своей практике то же самое. Те пациенты, которые употребляют антикоагулянты, перорально, да, то есть таблетки, либо это какие-то инъекции, то мы просим пациента за 5-7 дней данный препарат исключить из приема, дабы нам не получить гематома и кровотечение. Но, как правило, вот в моей личной практике косметолога, даже если это будет синяк, гематома, или это будет какой-то небольшой кровоподтек, ничего в этом страшного нет лично для меня, потому что я все-таки работаю с тканями более поверхностно. Естественно, получить синяк мы можем после любой процедуры, даже и биоревитализации, мезотерапия, но большого вреда здоровью это не несет. Согласен. Если с кожей, то проблем нет. Ну, у нас-то другие немножко ситуации. Тут
работаете такое. в других слоях, и действительно это операция, полноценная операция, поэтому здесь уже более такие четкие, более, скажем, требования к пациенту будут уже завышенные. Определенный список анализов должен человек сдать, верно, и процедуры какие-то дополнительные обследования пройти. Отправляем косметологам. Они же могут провести такой курс перед операцией подготовительный. Например, там инъекции плазмы, там биоревитализанцев. Ну, подготовить кожу, чтобы она была более такой упругой, толстенькой, да, плотненькой. Более податливой, податливой, чтобы в дальнейшем уже процедура, скажем так, агрессивная, постоперационный период он проходил наиболее благоприятно. Действительно, это процедуры PRP-терапии, плазмотерапия, это процедура коллагеностимулятора, это процедура биоревитализация, то есть они показаны либо до операции, либо в постоперационном периоде. Поэтому пациенты, которые пренебрегают данным видом манипуляций, ну, что можно сказать про таких пациентов, что хирург, он может сделать вам красивое лицо, он может убрать дополнительный избыток кожи, он может подтянуть, сделать вот все, что вы хотите, но работа с кожей – это все равно работа косметолога. То есть как бы вы там не хотели молодо выглядеть, а работать над качеством кожи, над ее сосудами, над пигментацией, над ее плотностью, тургором кожи, это все-таки в дальнейшем уже в постоперационном периоде занимается косметолог. Но даже так мы можем в целом сделать инъекции наножира, да? То есть объем, да, какой-то создать? Ну, скажем так, он не создает объем, он наоборот влияет только на кожу, да? Очень классная штука, кстати. Но в плане качества кожи, если там, допустим, у человека пигментация есть, да? Сосуды, Сосуды, да. Мы на это тоже влиять хирургическими методиками не можем, да? Даже вот брать тот же наножир, который, ну, все-таки может напитать кожу, там морщинки какие-то мелкие убрать, да, но все равно есть нюансы, поэтому, конечно, косметологические вот эти вот процедуры, они очень актуальны.